Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хио, и сегодня я буду шить разные юбки-карандаш для кукол. Начну с простого классического кроя. Эту юбку буду шить из кожзама цвета горького шоколада. Так как эта ткань не распускается, подол я подгибать не буду, чтобы избежать лишней толщины. Поэтому припуски на швы по нижнему краю не добавляю. На моих выкройках есть выточки для лучшей посадки. Но если у вас трикотажная ткань или вы просто не хотите заморачиваться, можно обойтись и без них. Сшиваю края выточки по намеченным линиям. Затем прикладываю две задние части лицевой к лицевой и сшиваю по прямой центральной линии до начала шлицы. Сверху оставляю непрошитыми 3,5 см для застежки. Дойдя до отметки, прошиваю скос. После этого подгибаю припуски шлицы. В этот раз я не буду прошивать подгибы, а проклею их своим любимым универсальным полимерным клеем. Про него я рассказывала в отдельном видео. Также можно использовать клейкую паутину или клей для ткани. Теперь беру переднюю часть юбки и сшиваю с задней по боковым линиям. Затем подгибаю припуски верхнего края и прошиваю их. Использую имитацию машинной строчки, то есть прошиваю швом вперед иголка сначала в одном направлении, а затем в обратном, но уже делая стежки на месте пропусков. В качестве застежки сзади пришью маленькую кнопку. Вместо кнопок подойдет липучка или мелкая молния. Следующей будет юбка на запах. Выкраиваю из плотного хлопка. Сначала сшиваю выточки. Затем пришиваю передние части к задней по бокам. Сверху на стороне скошенной половины оставляю незашитыми примерно 5 мм. Раскрываю припуски и прошиваю их той же имитацией машинной строчки. Также делаю декоративную отстрочку по краям. Конечно, это не обязательно, но добавит реалистичной детализации и закроет край. Подгибаю и прошиваю припуски нижнего края. Теперь беру пояс. У меня он длиной примерно 34 см. Со скошенной стороны оставляю свободными около 5 см. И приложив лицевой к лицевой, пришиваю пояс к верхнему краю.
Затем загибаю края пояса к центру, а потом складываю пополам. На концах складываю по изнанке. И прошиваю наискосок. После этого выворачиваю на лицевую сторону и прошиваю пояс сверху и снизу уже по лицевой. Чтобы надеть юбку, вставляю в отверстие противоположный край пояса. Оборачиваю вокруг и завязываю. Третьей сошью юбку со смещенным разрезом спереди. У меня она будет из плащевки. Сшиваю обе передние детали до начала шлицы. Также прошиваю скос. И подгибаю припуски шлицы. Но на этот раз я уже сделаю декоративную отстрочку припусков и швов. После этого к верхнему краю пришиваю кокетку. И также делаю отстрочку. Прошиваю выточки на задних деталях. И сшиваю между собой по центральной линии, оставляя сверху те же 3,5 см. Затем сшиваю переднюю и задние детали по бокам. И в конце пришиваю застежку. Четвертая юбка будет имитировать перешитые джинсы. Ее можно сделать прямо из выкройки брюк. Только штанины сшиваются не по шаговому шву, а между собой. Линии паха нашивают друг на друга. Есть модели, у которых нахлест и спереди, и сзади. Но мне больше нравится, когда сзади идет прямая линия. Поэтому я выпрямляю заднюю деталь. Выкраиваю детали из тонкого денима. По многочисленным просьбам я попробую сделать пояс из ровной полоски. Начну с задней части. Пришиваю кокетку. И сшиваю задние детали по центральной линии. Беру нитки для декоративной строчки и задний кармашек. Срезаю припуски на углах и загибаю их к изнанке. Можно зафиксировать парой капель клея. Прошиваю верхний край кармана мелкими стежками, а затем пришиваю задний карман. Теперь беру переднюю деталь. Делаю небольшие надрезы на скруглении края переднего кармана. Подгибаю припуски и прошиваю. Затем накладываю внутреннюю часть кармана. При желании можно добавить мешковину
и сшить их между собой. А также беру мини-кармашек и подгибаю его края. Вкладываю его внутрь детали правой стороны, так, чтобы половинка была видна снаружи. Затем пришиваю его к нижней части кармана. И после этого пришиваю передние части к задней по боковым линиям. Пришиваю пояс. Делаю отстрочку по краям. С левой стороны имитирую ширинку. И делаю двойную декоративную отстрочку всех швов. Припуски боковых швов загибаю к задней части, а припуски центральной можно загнуть на любую сторону. Также подгибаю и прошиваю нижний край. Отдельно проклеиваю и подгибаю края шлевок. Пришиваю нижний край пояса, а когда прокладываю верхнюю строчку, пришиваю шлевки вот в таком положении. Затем продолжаю строчку. Такие шлевки пришиваю на каждый шов и стыки передних карманов. Когда делаю строчку в обратном направлении, загибаю и пришиваю другой конец шлевок под поясом. Срезаю все лишнее. В качестве застежек на этот раз возьму липучку и пришиваю ее вот таким образом. Как я и ожидала, пояс получился очень широким, грубым и неаккуратным. В выкройку все же добавлю округлый пояс. Наложив друг на друга, прошиваю передние половинки до желаемой длины разреза. С помощью полусфер для маникюра добавлю детали джинсам. Пятая юбка будет макси на пуговицах. На этот раз хочу начать с передней детали. Подгибаю и пришиваю припуск кармана. Накладываю деталь переднего кармана. Также пришиваю кокетку к задней части. После этого сшиваю задние детали между собой по центральной линии. На задних кармашках также срезаю углы, загибаю к изнанке и пришиваю на места. Затем пришиваю передние детали к задней по бокам. На этот раз я возьму закругленный пояс. Сшиваю две его детали и пришиваю пояс к верхнему краю юбки. На этом этапе расправляю припуски и делаю отстрочку с двух сторон от каждого шва.
Лишнюю ткань можно срезать. Также делаю строчку припусков по бокам и по нижнему краю. Теперь оборачиваю поясом припуски и пришиваю пояс, добавляя шлевки. Этот пояс смотрится гораздо лучше. И в конце пришиваю кнопки примерно через каждые 1,5 сантиметра. А на внешнюю сторону пришью маленькие пуговки. И вот такие разные фасоны юбки-карандаш у меня получились. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.